Дорогие друзья, сегодня я хочу сказать пару слов о позиции свидетеля как основе практики. Вообще осознание довольно сложная штука, потому что осознание проявляет себя лишь как наша способность управлять вниманием, как наша способность к намерению, к реализации намерения, ну и универсальная способность делания. Причем делание — это самая путанная в этом смысле вещь. Потому что делание — это осмысленное восприятие или упорядоченное восприятие. Делание — то, что превращает образы, которые мы видим, и шумы, которые мы слышим, в конкретные предметы, наделенные смыслом, объекты, наделенные смыслом, и звуки, наделенные смыслом. То есть с помощью делания мы наделяем смыслом то, что воспринимаем. Вот это делание постоянно сопровождает все акты нашего восприятия. Поэтому мы к нему так привыкли, что и не замечаем его. С другой стороны, осознание — это не свойство интеллекта, не свойство разума. Это нечто превходящее в наш интеллект, разум. Иначе бы все те имитации интеллектуальных процессов, которые человек научился делать в виде компьютерных и подобных электронных устройств, обладали бы собственным осознанием. Сознание — это поле, это ток энергии, который движется сквозь нас. И чувствовать его, ощущать его, осознавать, что внутри нас этот поток существует, мы начинаем только в позиции свидетеля, о чем я говорил выше. То есть, когда мы отстраняемся от всех процессов, происходящих в нашем внутреннем мире. Открывается вот это чувствование осознания. И иными словами, свидетель проявляется в тишине и дает нам доступ к осознаванию, к ощущению осознания. Как к этому прийти? Я много раз уже говорил, что осознание как таковое, то есть его ощущение, осознание, приходит к нам, когда мы овладеваем такой штукой, как неподвижность внимания. Неподвижность внимания — непростая вещь. Мы не умеем останавливать внимание больше, чем на 2, 3, 4 секунды. И это тоже заслуга тоналя. Тональ следит за тем, чтобы наше внимание непрерывно блуждало. Сначала это было нужно для того, чтобы удерживать как можно больше информации о воспринимаемом поле, а потом для того, чтобы удерживать сам режим восприятия. Потому что если мы останавливаем внимание, через некоторое время точка сборки начинает смещаться. Вот это потому, собственно, и нужно
культивировать неподвижность внимания, когда мы занимаемся практикой. То есть здесь несколько главных требований. Тело должно быть расслаблено, чтобы внимание отвлеклось от нашей телесности. Дыхание должно быть ровным и плавным, опять же, чтобы не привлекать внимание. И основной фокус нашего внимания желательно вынести за пределы плотного тела, в ту точку, в ту область, где ничего нет и где вниманию не на чем фокусироваться. Например, в пространство над макушкой головы. Если получится поднять внимание в пространство над макушкой хотя бы на 3-4 сантиметра и найти там какое-то ощущение, за которое вы сможете зацепиться вниманием. А дальше самое главное – удержаться в этой позиции, то через какое-то время на фоне расслабленности, на фоне вот этого ровного плавного дыхания, точка сборки начнет освобождаться. Она как бы прилипла к описанию мира. А в этом состоянии она начинает постепенно от него отлипать, освобождаться. И вместе с этим освобождением, с этим дрейфом в наш мир ощущений начинают входить какие-то новые чувства. Мы начинаем чувствовать то, что раньше цензура тоналя не позволяла нам почувствовать. В том числе начинаем чувствовать само осознание. Так же, как начинаем чувствовать тонкое тело и канал центральный, по которому опускается сверху вниз некое ощущение, которое некоторые люди чувствуют как давление, другие как какое-то поле. В общем, описать довольно сложно, потому что мы оказываемся за пределами тоналя, а значит за пределами разговора о мире. То есть слов для описания того, что мы начинаем чувствовать, у нас нет. И каждый находит свои собственные слова и называет по-своему. У осознания, как я уже сказал, 3 аспекта. Вот внимание, намерение и делание. И когда мы усиливаем осознание, мы сначала усиливаем то, что мы можем почувствовать. Внимание и намерение. Внимание и намерение должны стать основными предметами практики на первых этапах. Но здесь, наверное, надо еще уточнить, что такое свидетель и свидетельствование. И чем свидетель отличается от наблюдателя. Мы путаем эти вещи, потому что наш тональ тоже производит состояние очень похожее на свидетеля. И вот то состояние, которое производит тональ, его лучше называть наблюдателем. Потому что это то, что внутри нас возникает, когда нам нужно что-то поправить или что-то изменить в ходе какого-то действия. То есть мы временно отстраняемся от своего действия
входим в позицию наблюдателя и в этой позиции корректируем свои дальнейшие действия. Иными словами, наблюдатель появляется и исчезает. Это феномен тоналя. Это состояние тоналя. А свидетель, почему он и называется свидетель, а не наблюдатель? А свидетель внутри нас есть всегда. Даже тогда, когда мы увлеченно занимаемся какой-то повседневной деятельностью. Это та часть нашего внутреннего мира, которая смотрит на все то, что остальная часть нашего внутреннего мира в данный момент делает. Иногда мы осознаем присутствие этой части, этого свидетеля внутри нас, но чаще не осознаем. Для того, чтобы осознать, почувствовать этого свидетеля, для того мы и занимаемся специальной практикой. Практикой остановки внутреннего диалога, остановки внимания, неподвижности внимания, концентрации внимания на ощущениях, которые не входят в описание. Например, вот этот поток энергии, который идет от макушки вниз к центру промежности, проходя через все наше тело. Вот надо попробовать заметить в себе свидетеля. Обычно весь объем внимания, как я уже сказал, уходит на реакцию, на объект, на который в тонале имеет важность. А на самого свидетеля внимание как бы не распространяется. Поэтому он есть, но мы его не замечаем. Когда мы занимаемся практикой, мы останавливаем внутренний диалог, расслабляем тело, и у нас наконец-то появляется возможность высвободившееся внимание направить на сам процесс осознавания. И мы начинаем его постепенно ощущать. Ощущать мы его можем по-разному. Вот я в тезисах своих записал, что я может проявлять себя следующими формами. Отсутствующее «я», когда мы забываемся. А оно все равно есть, оно никуда не девается. Но нам кажется, что в этот момент нашего «я» как будто бы нет. Это вот форма забвения или отсутствующее «я». Поглощенное «я», то есть когда мы полностью сосредоточены на тех или иных феноменах внутреннего диалога, на воспоминаниях, на воображении, на каких-то внешних процессах. И когда мы начинаем осознавать себя лучше, когда интенсивность осознавания возрастает, нам открывается ощущение дистанции. Вот это, на мой взгляд, ключевой момент. То есть мы замечаем, что между тем, что осознает и является эпицентром ощущения самоосознания, и всем остальным, из чего состоит наш опыт, что протекает сквозь нас, есть некоторая дистанция. Вот как только у нас появляется ощущение дистанции, что внутри меня есть зритель, который смотрит на некую
виртуальную сцену, на которой происходит все остальное, на которой происходят его чувства, на которой происходит его переживания, и куда приходят сенсорные потоки от его органов чувств и так далее, и так далее. Вот как он только заметит, что между осознающим началом и вот этим полем есть дистанция, это значит, что ему открылся свидетель как таковой внутри него. Дальше нужно на этом свидетеле сфокусироваться и усилить ощущение, приходящее из этой позиции свидетеля. Ну а когда мы начинаем работать с позиции свидетеля, вот этот свидетель, он начинает становиться все более ясным, все более отчетливым, и мы в конце концов достигаем того, что я назвал предельное «я» или свидетель свидетеля. То есть это некий новый уровень интенсивности осознания, при котором мир как будто бы выворачивается наизнанку. И вот это ощущение «я», с которым мы очень плотно сливаемся своим вниманием, становится бесконечностью, и мы как бы возвращаемся в реальность, становясь самой реальностью. То есть, как видите, все это очень непросто выразить словами. Но когда мы это начинаем переживать, состояния эти узнаются быстро и, можно даже сказать, что легко. Хотя каждый раз это требует времени, практики. Но мы узнаем, потому что изначально эти состояния нам даны. Эти состояния забыты нами. Когда мы рождаемся, как помните, сказано, как сказал Дон Хуан у Кастанеды, да, ребенок, родившийся ребенок, является целиком, полностью нагуалем. То есть чистым осознанием. Потом он начинает строить, формировать свой тональ. И по мере того, как этот тональ усложняется, обогащается содержаниями, все больше его внимания переходит на тональ, и в конце концов такой наступает момент, лет в 5, а может иногда и раньше, когда его фокус внимания полностью переходит на тональ, он забывает вообще, что когда-то было еще что-то, кроме тоналя. Так что, когда мы занимаемся практикой, мы не открываем состояний, которые нам принципиально не знакомы. Мы вспоминаем изначальное положение дел, что внутри нас есть осознание. И это осознание созерцает то, что происходит в нашем внутреннем мире. А вот то, что происходит в нашем внутреннем мире, это, как правило, процессы, которые связаны с царством тоналя. С царством упорядоченного восприятия, с царством описания мира. Ну вот, есть целый ряд способов, как достичь этого состояния свидетеля. Осознать все компоненты работы внимания, осознать объект внимания, автоматизмы, стереотипы, шаблоны, осознать момент делания, восприятия. То есть, да, осознать внутренний диалог, но это такие все сложные маневры нашего внимания, но самое, наверное, простое и то, с чего начинают во многих традициях трансформационных, это то, что условно можно назвать, я называю это вычитанием.
То есть вот у нас есть поле опыта. И мы начинаем вычитать, что в этом поле опыта наверняка не является осознанием. То есть источником самоощущения «я». Я не тело. Да, ни его ощущения, ни его чувства, ни эмоции, ни мысли, ни работа воображения, ни память. Я то, что созерцает все эти процессы, которые разворачиваются перед ним. Вот так мы последовательно вычитаем сенсорику, эмоции, чувства, ментальные явления, образ себя, потому что он тоже является не источником ощущения, самосознания, а чем-то уже собранным. Вот надо аккуратно посмотреть на то, что остается в итоге, на остаток. Это и будет свидетель, либо нечто очень близкое к свидетелю. И чем дольше мы фокусируемся на этом остатке, на фоне приостановленного внутреннего диалога, тем точнее фокусируемся и все ближе к этой позиции. Потому что это, безусловно, вот этот свидетель свидетеля или осознание сознания, это, конечно же, позиция точки сборки. Это смещение позиции точки сборки. Я бы ее поместил точно по центру человеческой полосы. Потому что из этой позиции, в этой позиции силы, фиксирующие точку сборки, наиболее ослаблены. И в этой позиции точка сборки легче смещается. В этом положении точка сборки наиболее свободна. Мы это тоже переживаем как состояние. Мы же не можем, особенно на первых этапах практики, мы не можем так тонко управлять своим вниманием, его там позицией. Но мы можем почувствовать некое состояние. Вот это состояние должно включать в себя глубокий покой, расслабленность тела, равновесие и отрешенность. То есть те вещи, которые происходят с нами, когда мы не вовлечены ни в чувства, ни в эмоции, ни в события. И постепенно мы начинаем все ярче ощущать то осознающее начало внутри нас, которое вот проявляет себя, когда мы отстраняемся от своих привычных нам эмоций, чувств и других напряжений. Причем эти отстранения, они не должны быть нарочитыми. Иногда мы начинаем, что называется, избегать переживания, чувств и эмоций. Мы специально напрягаемся таким образом, чтобы, как мы думаем, не чувствовать там, страха или не чувствовать жалости или еще чего-то. Это неверный подход, потому что он ведет нас в тупик. Мы должны встретиться лицом к лицу с тем, чего мы пытаемся избежать. Чаще всего мы пытаемся избежать чего-то неприятного, то есть какой-то формы страдания, боли. Если вдруг что-то такое возникает в нашем внутреннем мире, попробуйте не убегать от этого,
а пропустить это сквозь себя. То есть не прилипать к этому вниманием, чтобы проживать и проживать и проживать много раз, как это чаще всего бывает, а просто позволить этому чувству, этой эмоции пройти сквозь нас, оставаясь отдельным, не вовлеченным в это существо. Вот примерно так это можно было бы описать. Потому что осознание, то есть Нагуаль не осознает себя как отдельность, а он привычным образом отождествляет себя с продуктами тоналя. Тональ является продуктом осознания. И все, что производит тональ, тоже является продуктом осознания. И мы так привыкли сливаться с этими продуктами, что считаем, что, например, если я чувствую страх, то я это и есть мой страх. То же самое касается любых небезупречных эмоций. Но я уж не говорю про образ себя, с которым мы сливаемся просто потому, что он нам очень нравится. Мы его сами создали. Это тоже наш автоматизм. Сливаться. А поскольку мы больше всего сливаемся с нашим тоналем, то мы должны помнить, что главная задача тоналя, я его назвал ложная псевдоцелостность, это сохранить неизменность достигнутой энергетической конфигурации. То есть тональ терпеть не может никаких изменений. Вот та позиция внимания, тот характер отношений, который сложился между вниманием, осознанием и описанием мира, вот как оно есть, оно так и должно и остаться. Это делает нас очень консервативными существами, не дает нам трансформироваться. Вот надо заметить это. А как это можно заметить? Надо специально акцентировать те состояния, которые в нас возникают, и те локусы внимания, те формы внимания, которые в нас возникают, которые являются для нас непривычными. Как только что-то непривычное, вот мы остановили движение нашего внимания, добились его неподвижности, это непривычное состояние. Надо приложить усилия, чтобы удержаться в этом состоянии как можно дольше и прочувствовать его как можно глубже. Неподвижное внимание – это именно, это первая ступенька, которая, в общем, позволяет нам начать дрейф точки сборки, начать ее смещение. То есть в этот момент мы перестаем сливаться, когда мы делаем свое внимание неподвижным. Когда наше внимание неподвижно, мы начинаем ясно чувствовать и осознавать само внимание. Потому что это непривычное состояние для внимания. Привычное состояние для внимания – блуждать. Блуждать, разглядывая мир. Мы это меняем, и мы сразу замечаем, что у нас это внимание, оказывается, есть. И здесь надо прислушаться и почувствовать, а что такое наше внимание, как мы его чувствуем. И дальше усиливать то, что мы обнаружили в себе. Мы обнаруживаем в себе тишину, мы обнаруживаем какое-то новое ощущение,
которое трудно описать. Ну, вот в том числе открываем для себя центральный канал, как столбик, по которому опускается некое давление. Чем лучше мы ощущаем этот столбик и это давление, тем больше мы отстраняемся от собственного тоналя. Потому что центральный канал, естественно, не входит в описание мира, и это отличный способ отойти от тоналя. Ну, кроме того, есть ряд способов, которые помогают останавливать тональ. Например, перенос внимания с фигуры на фон. Собственно говоря, центральный канал, о котором я только что сказал, это была часть фона. И поэтому мы и не замечали, и не ощущали его. Но когда мы специально выделяем своим вниманием этот столбик внутри себя ощущения, он перестает быть фоном, становится фигурой. Такие же примерно операции мы можем проделывать с нашим визуальным каналом, с аудиальным, с тактильно-кинестетическим. Вот в основном приемы эти описаны в тезисах, которые вы получите. Например, в аудиальном плане, когда мы начинаем фокусировать внимание на тишине и начинаем слышать объем тишины внутри и снаружи. Замечаем внутренний звук, который окружен этой внутренней тишиной. Замечаем, что между звуком и тишиной имеется некая граница. Такие тонкие вещи, которые автоматически пропускает наше восприятие. Если на них обратить внимание, вслушаться, вчувствоваться, это помогает тоже остановить внутренний диалог. Ладони хорошо чувствуют энергетическое поле. Мы можем тоже сфокусировать внимание на тактильности наших ладоней. То есть я хочу обратить внимание на что? На то, что все зависит от качества концентрации нашего внимания. А развитие этого нужного качества концентрации, оно происходит не быстро. Поэтому люди, начиная заниматься практикой, они нетерпеливы часто. И часто бросают. Они там что-то вслушиваются, что-то предчувствуются. Неделю, другую, третью. Ничего нового они не заметили. Им надоедает, и все. На этом все заканчивается. Надо набраться терпения. Надо дать себе хотя бы полгода для того, чтобы автоматизмы, которыми переполнен наш тональ, наконец-то заснули. То есть мы освобождаемся от тоналя тогда, когда тоналю надоедает непрерывно следить за нами. А он парень упрямый. Мы должны его переупрямить. Имейте это в виду. Кто сможет переупрямить собственный тональ, тот и добьется результата. То есть надо так позаниматься практикой регулярно, условно где-то примерно полгода, когда в состоянии глубокой тишины к вам начнут приходить странные ощущения. Причем я не утверждаю, что это будут приятные ощущения.
Не надо ждать какой-то эйфории или каких-то восторгов. Само ожидание этих восторгов и этой эйфории уже замедляет процесс практики. Все, что мы должны делать, это просто вслушиваться в текущее состояние. Больше ничего. Ничего не ожидая. И тогда в какой-то момент как будто прорывается барьер. И мы начинаем понимать, что внутри нас вот есть этот сгусток великого покоя, великой тишины и осознанности. Как только мы его заметим, он станет, этот сгусток, все время, он станет нашей магией на кончиках пальцев. Он станет помогать нам в нашей повседневной жизни. Достаточно перевести на него внимание, вызвать его простым вдохом. И вот он опять внутри нас. То есть надо относиться к событиям и обстоятельствам, которые вызывают у нас небезупречные эмоции, чувства, как к объекту практики. Практика — это не только те 20 минут или полчаса, которые вы занимаетесь тихим сидением утром или вечером, или и утром, и вечером. Это в это время мы нарабатываем осознавание, способность чувствовать осознавание внутри себя. А сама практика происходит все остальное время, когда мы встречаемся с другими людьми, общаемся, взаимодействуем, и они чем-то пытаются нас отвлечь, вызвать какие-то небезупречные эмоции, чувства. Каждый раз мы либо забываемся, либо вовремя вспоминаем, осознаем себя и вызываем в себе вот эту тишину, покой и осознание. Осознание — это свидетель, это осознание, которое может сохранять свою отдельность и независимость от других содержаний психики, в то время как психика продолжает функционировать привычным образом. То есть все остальное продолжает работать, вырабатывать эмоции, вырабатывать чувства, состояния, переживания. Но внутри нас есть вот этот пятачок освещенный, из которого мы на все это смотрим. И вот мы его, если чувствуем, хоть немного, хоть 10% нашего внимания направлены туда, мы остаемся осознанными. Поэтому я и пишу, что наблюдатель, как одна из форм работы тоналя, включается и выключается. Он временное отстранение. А это функция коррекции изменений. А свидетель есть всегда. Его надо просто научиться замечать. Замечать и как только заметили, почувствовать. Дальше способы достижения: внимательная ходьба, внимательные наклоны, внимательные повороты головы. Все, что вы делаете внимательно, вы делаете осознанно, и этим усиливаете свое осознание. Есть 3 точки внимания, которые помогают усилить осознанность. Это горловой центр, это солнечное сплетение и пупок. Вот если одновременно вы научитесь ощущать эти 3 центра, вы сразу включите свою осознанность.
На сколько времени зависит от вашей личной силы. Такая внимательность перегружает тональ. И тональ на время отключается. То есть мы сразу входим в тишину. Ну, опять же, сколько времени продержится эта тишина, зависит от вашего индивидуального устройства вашего тоналя, вообще от ваших особенностей. От нескольких секунд до нескольких минут. В этом состоянии, когда тональ не работает, пробивается вот эта дорожка в иные режимы восприятия. Тональ начинает делать ошибки, он уже не следует схеме, и вы можете что-то увидеть другое, что не должны были увидеть. Ну вот, слушание энергетическим телом – это простая практика, если вы хорошо управляете своим вниманием. Потому что, по сути, надо что сделать? Вынести за границы физического тела кинестетическое внимание. Ну и аудиальное, по крайней мере. Вот, например, когда вы выносите внимание в пространство над головой, с таким же успехом можно вынести внимание вперед, перед центром третьего глаза, либо за затылок, либо перед горловым центром, либо перед солнечным сплетением. Главное вынести за пределы плотного тела. Но не просто вынести, а удержать. Держать внимание и вслушиваться в те ощущения, которые возникают в этой точке. Прислушиваемся всем телом, не только ушами. Вот так у меня написано в моих тезисах. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам рассказать сегодня. Ну, там в тезисах еще кое-что есть. Кому будет интересно, тот прочтет. Все, спасибо, что послушали. Трудитесь.